Пока девушки спускаются в зловещий кратер завершения, Зелья остается в Новой Атрии, бдительно следя за развитием ситуации. Тем временем Фухуа вступает в ожесточенную схватку с Кевином, открывая свою активную форму реакции Ханкай. Однако ее грозной силы хватает лишь на 3 минуты. Кевин раскрывает скрытую правду, показывая 50-тысячный цикл человеческой цивилизации, перезапущенный Хешером завершения, который владеет властью над реальностью. Нынешняя эпоха отмечена внешним влиянием предыдущей. Несмотря на это откровение, Фухуа упорно не желает сдаваться, решив доказать, что уголек человеческого духа все еще горит ярко. Одновременно с этим в кратере завершения Киана и команда оказываются втянутыми в постоянно расширяющееся необычное пространство. Дюрандал предполагает, что причиной этого является противоположное отношение между Хешером и пробужденными стигмами. Решив отделиться, они оказываются отрезаны от 3 Хешеров. Шрёдингер проливает свет на уникальную динамику отношения между Хешерами и пробужденными стигмами. В то время как Хешеры склоняются к разрушению, пробужденные стигмой стремятся объединить элементы и стремятся создать что-то новое. Подобно паукам, плетущим сложную паутину. Цель проекта Стигма – создать огромную паутину, способную связать и поглотить завершение. Слияние Хешеров и пробужденных стигмы стабилизирует пространство, задерживая их внутри. Тем временем удаление друг от друга приводит к ускорению времени, что объясняет невозможность связаться с ними. Дюрандо и Ли Сушан проясняют потенциальные маршруты возвращения на Землю через мнимое пространство, используя свои способности пробужденной стигмы для навигации в запутанной паутине проекта Стигма. Доктор Шрёдингер указывает на червоточину в районе остатков завершения, как на дополнительный путь для их возвращения. Уходя, Дюрандал и Сушан сталкиваются с искусственным интеллектом Лямбда, который из-за влияния проекта Стигма на земное время обрел способность грезить о бесконечных потенциальных будущих. Киана, Мэй и Броня покидают мнимое пространство и спускаются в таинственный кратер. В противостоянии с Зайцем кристаллизованной формы Стигмы Шаряк, она раскрывает истинную цель мирового змея – сохранить цивилизацию, заменив человечество искусственными формами жизни. Отвергнув концепцию Мистель, девушки освобождаются от ограничений, наложенных на их ядра Хешера, за исключением Брони, чье ядро разума сопротивляется. Тогда троица встречается с Кевином по поводу загадочной цивилизации. Он раскрывает о циклическом стремлении внеземного существа охватить другие цивилизации с помощью Хешеров, вызывающих эволюцию. Проверяя их решимость, Кевин вступает с ними в бой, но Фухуа и Сенти вмешиваются и заманивают его в псевдо-черную дыру. Однако Заяц, манипулируя реальностью, заманивает группу в очередной сон. Зелье беспокоится о своих товарищах, спускается в кратер и воссоединяется с темной Зелье, формой, рожденной из ее стигмы. Темную Зелье забрала Заяц, но теперь она вернулась. Внутри псевдо-черной дыры Фухуа остается без сознания. Кевин доверился Сенти, выразив надежду, что люди новой эпохи найдут лучшее решение, так как он считает проект Стигма худшим планом. Тем временем Броня просыпается в пространстве, напоминающем кратер завершения. Руководствуясь образом Вельта Джойса, она исследует фрагменты памяти, принадлежащие Хешеру разума, и воссоединяется с Кианой и Мэй. Киана рассказывает, что у антиэтропии был план, связанный с завершением, о чем свидетельствует линкор из первой главы, присланный доктором Теслой. Однако Тесла признала, что план нуждается в доработке. Трио обнаруживает воспоминания Карла Густава Юнга, в которых фигурирует Эмма Планк, одна из 300 тысяч душ, поглощенных ядром разума во время первого извержения Ханкай.
Проект Стигма приводит к распаду ядра, и все души рассеиваются. В отличие от Мэй и Кианы, Броня не является вознесенным Хершером. Прометей сообщает ей, что Заяц ищет силу Хершера разума и утверждает, что сила человечества в повествовании их истории. Повествование углубляется в запутанную связь между проектом Стигма и Хершером разума. Оба они манипулируют человеческими идеями, придавая им форму. Хершер разума, обладающий способностью воплощать идеи, рассматривается как мощное оружие против проекта Стигма. Однако последний способен собрать идеи 7 миллиардов человек, представляет собой серьезную проблему. Прометей, созданная для того, чтобы быть присоединенной к ядру Хершера и стать божественным ключом, предлагает Броне помощи в изменении состава ее ядра для имитации метаморфозы. Этот процесс призван освободить 300 тысяч душ из-под контроля проекта Стигма. Броня, осознав срочность, соглашается на сотрудничество. По мере путешествия они пробираются через воспоминания, заложенные Зайцем в ядро. Сибирские пейзажи открывают трагическое прошлое Зайца, ее связь с родословной Сесилии Шаряк и происхождение ее односторонних разрушительных способностей Ханкай. Броня узнает все больше о страданиях Зайца и в конце концов понимает, что в ядре заложено слишком много идей, чтобы она могла противостоять каждой в отдельности. Столкнувшись с неопределенными трудностями, Броня передает контроль над ядром разума Зайцу. Вернувшись на Луну, Заяц вспоминает, как она пробудила свою Стигму, чтобы спасти умирающую беременную женщину, Александру Зайчик, мать Брони. Мистельн, как тогда звали Зайца, уважает желание Александры и возвращает свою Стигму в спящее состояние. Александра, жертвуя собой ради ребенка, передает ей послание, прежде чем их разделяет мнимое возмущение. Мистельна обращается к Серому Змею за помощью в наблюдении за состоянием здоровья Александры, что знаменует начало их сложных отношений. Серый Змей раскрывает Мистель потенциальное будущее, обещая ей возрождение в новой форме жизни после завершения проекта Стигма. Это превращение освободит ее от проклятия, которое определяло ее существование. Отдав ядро разума проекту Стигма, Броня обретает способность перемещаться в пространстве памяти и возвращается на Луну. Заяц раскрывает корни ее поступков, вызванных ревностью к Велту Джойсу, параллельному существованию, которое получало любовь и восхищение, в то время как она прожила жизнь, отмеченную страданиями. Вернув Броне пустое ядро, Заяц заявляет, что 300 тысяч разумов уже слились с проектом Стигма. Поскольку Броня находится среди этих душ, она самостоятельно активирует ядро и возвращает себе силы Хершера. Тем временем Киана и Мэй находят Фухуа без сознания. Последствия псевдо-черной дыры, созданной звездой Эдема, уже рассеялись. Броня сражается с Зайцем в одиночном бою и получает преимущество. Однако Заяц хитроумно использует 300 тысяч ложных идей, чтобы обойти ограничения ядра, и на мгновение выводит Броню из строя. Оказавшись на пределе, Броня решается и берется за грандиозную задачу – собрать и преобразовать 300 тысяч душ в ядре разума. В кульминационный момент Броня перетерпевает мощную метаморфозу, превращаясь в Хершера истины. В завершении 33 главы разворачивается замысловатый гобелен проекта Стигма и Хершера разума. Броня, теперь уже полностью пробудившийся Хершер истины, готова починить повреждения звездных врат, предлагая потенциальный путь обратно на Землю. История принимает неожиданный поворот, когда Заяц раскрывает свои истинные намерения, отмеченные доброй волей и уважением. Если вам понравилось это повествовательное путешествие, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать кнопку уведомлений, чтобы узнать больше о захватывающих приключениях Honkai Impact. Посмотрите мои предыдущие видео, чтобы узнать о богатой истории и запутанных сюжетных поворотах во вселенной Honkai. Присоединяйтесь, пока мы разгадываем тайны и наблюдаем за тем, как разворачивается эпическая сага.
Спасибо за участие в нашем сообществе и следите за новыми материалами по Honkai Impact на канале.